Итак, в прошлом видео мы с вами связали вот такую юбочку, и теперь сделаем для нее подъюбник из фатина. Для подъюбника я взяла фатин, 2 ленты шириной 15 сантиметров и длиной примерно около метра. Лишнее я потом просто обрежу, если останется. Одну ленту положила на другую, сложила пополам и заколола иголочками по всей длине. Закрепляем иголочку с ниточкой сверху. И начинаем прошивать край, создавая складки. Сразу скажу, что я совсем не швея. С фатином я, можно сказать, работаю второй раз. То есть первую юбку я сделала ту, и вот сейчас делаю вторую. Постепенно складочку за складочкой накладываем и сшиваем. Таким образом дальше я прошиваю весь ряд, весь верхний край. То есть длина верхнего края подъюбника должна быть равна длине вот этого ряда, где у нас здесь вот видны петельки. То есть я прошиваю, примеряю и шью дальше. Так, вот что у меня получилось. Здесь от метра у меня осталось примерно сантиметров 25. Их я отрезаю. То есть вот длина этого края. У меня чуть больше немножко получилось, но при пришивании оно ничего страшного. Ниточку здесь закрепляем и обрезаем. Чтобы верхний край на подъюбнике у нас был красивый, я снова присоединяю сюда ниточку. И прошиваю по верхнему краю. Если не ошибаюсь, то это обметочный шов. Стараюсь сделать стежки поменьше, чтобы вот этот весь фатин он зажался и здесь был ровненький аккуратный край.
И так прошиваю по всему краю верхнему. Так, вот такой вот более-менее аккуратный край получился. И теперь прикалываем к юбочке. Я сначала прикалываю конец и начало. И потом уже распределяю. И теперь пришиваем подъюбник к самой юбочке. Ну и все, юбочка у нас практически готова. Осталось только сшить вот этот задний край. Сшиваю его до такого места, чтобы была возможность легко одеть юбочку на куклу. И пришить пуговку и сделать петельку с другой стороны. Ну вот и все. Наша юбочка полностью готова. Получилась очень пышная, очень красивая. И теперь уже остается на ваше желание украсить ее бисером, да, как я здесь делала. Либо можно оставить так.